Ветер над заливом всегда пах солью и мокрой травой. На этих бескрайних приливных равнинах, маршах, где земля плавно переходит в устье реки, веками жили дикие лошади. Они знали каждый клочок этой вязкой почвы, умели обходить коварные топи и находить самую сочную зелень. Среди них была серая кобыла, чья шкура напоминала туман над рекой, и ее совсем крошечный каштановый жеребенок, тонконогая кобылка с белой звездочкой на лбу. Для жеребенка мир до этого дня казался огромным, но абсолютно безопасным, ведь рядом всегда была мама. Ее теплое дыхание успокаивало по ночам, а нежное тихое ржание служило проводником в лабиринтах высокой травы. Но в это утро привычный мир рухнул. Все произошло нелепо и быстро. Кобыла попыталась почесать голову задней ногой, запуталась копытом в собственной длинной, густой и свалявшейся гриве. Пытаясь освободиться, она дернулась, потеряла равновесие и рухнула на бок в мягкую, влажную низину. Каждое новое движение лишь сильнее затягивало узел из волос вокруг сустава. Она оказалась заперта в ловушке собственного тела, неспособная подняться. Жеребенок сначала не понял, что произошло. Малышка весело скакала вокруг, ожидая, что мама сейчас встанет, и они побегут дальше. Но минуты складывались в часы, а серая кобыла лишь тяжело вздыхала, безуспешно пытаясь опереться на 3 свободные ноги. Из ее ноздрей вырывался пар, а в больших темных глазах застыл необъяснимый для жеребенка страх. Тогда маленькую лошадку охватила паника. Она не отходила от матери ни на шаг. Она кружила рядом, испуганно всматриваясь в горизонт, переходила на тревожную рысь, а затем снова возвращалась, преданно заглядывая маме в лицо. Несколько раз малышка подходила совсем близко и нежно подталкивала кобылу мордочкой в бок, словно умоляя: «Пожалуйста, вставай, нам нужно идти». Но мама лишь бессильно роняла голову на сырую землю. С высоты птичьего полета эти марши казались бескрайним зеленым ковром, разрезанным узкими змейками ручьев. Именно здесь, на значительном удалении от дорог, дежурила патрульная группа RSPCA, Королевского общества защиты животных от жестокого обращения. Заметив в бинокль одинокую белую точку, которая подозрительно долго оставалась неподвижной, и маленькую темную фигурку, непрерывно кружившую рядом, инспекторы поняли — требуется помощь. Когда на горизонте показался силуэт человека в темной униформе и вязаной шапке, жеребенок замер. Дикие инстинкты кричали малышке: «Беги! Опасность!». Она отбежала на несколько десятков метров, ее маленькие копытца испуганно застучали по грязи. Но, развернувшись, она увидела, что человек приближается к ее беззащитной матери. Любовь и преданность оказались сильнее первобытного страха. Жеребенок не убежал. Она осталась свидетелем, кружась неподалеку, шумно вдыхая воздух и не сводя глаз со спасателя. Инспектор подходил медленно, стараясь не напугать животных еще сильнее. Ситуация была критической. Серая кобыла уже выбилась из сил, ее бока тяжело вздымались. «Тихо, девочка, тихо», — негромко и спокойно заговорил мужчина, опускаясь на колени прямо в грязь рядом с головой лошади. «Мы сейчас все исправим». Лошадь испуганно скосила на него побелевший глаз,
но у нее уже не оставалось сил сопротивляться или брыкаться. Спасатель аккуратно положил руку ей на шею, успокаивая похлопываниями. Другой рукой он потянулся к карману за специальным ножом. Копыто задней ноги было буквально намертво вплетено в колтуны гривы. Распутать этот узел вручную, не причинив животному боли, было невозможно. Единственный выход — резать. Каждый звук, щелканье лезвия, шорох разрезаемых волос заставлял жеребенка вздрагивать. Малышка буквально заходилась в безумном танце вокруг них. Она то отбегала к ближайшему пригорку, то снова мчалась назад, описывая круги вокруг застрявшей мамы и человека. Ее движения были полны отчаяния и надежды одновременно. Она словно пыталась защитить маму, но интуитивно понимала, что этот двуногий пришел не убивать. Инспектор действовал быстро и уверенно. Несколько точных движений, и плотные пряди волос, удерживавшие ногу кобылы, были перерезаны. Клочья серой гривы упали на траву. Нога, наконец, освободилась. «Ну вот и все», — выдохнул спасатель, поднимаясь на ноги и отходя назад, чтобы дать лошади пространство. «Давай, поднимайся». Но кобыла продолжала лежать. Ее мышцы затекли за долгие часы плена, а суставы онемели от холода и неудобного положения. Она сделала одну слабую попытку приподняться, но тут же снова упала на бок, тяжело дыша. В этот момент жеребенок, заметив, что человек отошел, бросилась к матери. Ее тонкие ножки мелькали в траве. Она подошла сзади, заглянула маме в глаза, обошла ее спереди. Малышка буквально заставляла ее двигаться своим присутствием. Вид своего ребенка, живого и здорового, но такого напуганного, вернул кобыле силы. Она не могла бросить своего же ребенка здесь, на съедение надвигающимся сумеркам и холоду. Собрав последние силы, серая кобыла уперлась передними ногами в вязкую землю. Напряжение было столь велико, что ее затрясло. Жеребенок замерла в шаге от нее, вытянув шею и боясь пошевелиться. Еще один рывок, и кобыла перевернулась, садясь на крупе, а затем, качнувшись вперед, рывком поднялась на все 4 ноги. Земля полетела в стороны из-под ее копыт. Она устояла. Несколько секунд она переминалась с ноги на ногу, приходя в себя и прочищая ноздри громким фырканьем. К счастью, жеребенка не было предела. Она радостно вспрыгнула, едва не задев маму, и тут же прижалась к ее боку. Мать нежно ткнулась носом в спину своей верной защитницы, словно благодаря за то, что та не бросила ее в самую темную минуту. Инспектор RSPCA стоял в стороне, провожая их взглядом. Его куртка была испачкана в иле, руки замерзли, но на лице играла улыбка. Он видел сотни спасений, но такая преданность маленького существа каждый раз трогала до глубины души. Кобыла и жеребенок не стали задерживаться. Оставив позади опасную низину, они легкой рысью направились вглубь маршей, туда, где трава была суше, а горизонт безопаснее. Малышка бежала чуть впереди, гордо подняв хвостик, словно это она сама только что спасла весь мир. А серая кобыла шла следом, больше не рискуя потерять из виду свою маленькую каштановую звездочку. Они уходили домой вместе, и бескрайние луга снова принадлежали только им.